Mataji, your mic is off. Okay. Oh, now it's on. Hare Krishna. Hare Krishna. Should we start? Yes. Oh, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhu, can you read the introduction between 60 and 72 summary? Just a minute. У нас сегодня 2 глава, 61 стих. Я прочитаю короткое содержание стихов 60 по 72. В отличие от преданного, научившегося контролировать чувства, тот, кто позволяет чувствам контролировать себя и созерцает объекты чувств, потеряет свой разум и непременно падет. Поэтому Кришна советует Арджуне контролировать чувства, следуя регулирующим принципам. Идя по этому пути, можно обрести милость Господа и стать счастливым. 2 глава – это краткое изложение всей Бхагавад-гиты. В этой главе детально обсуждаются карма-йога и гьяна-йога, а также дано краткое ознакомление с бхакти-йогой. So in the previous classes, we saw how Krishna is saying what are the symptoms of a transcendently situated person. На предыдущих лекциях мы с вами разбирали принципы человека, находящегося на трансцендентном уровне. And so now we are going to see how we have to, control the senses. Mataji, your camera has gone off. А сейчас мы с вами знаем, как ведет себя человек, контролирующий свои чувства. So can they take, different devotees can read the purport, translation. I'll just read this. Sanskrit. Okay. Yatato hi api kaunteya purushasya vipaschita indriyani pramatini haranti prasabham mana. Шестая Прабhu, руководите, пожалуйста, чтением перевода и комментария по очереди. Понял. Не знаю, может, Фернандо Виловати, хотите прочитать текст? Пожалуйста, прочитайте. Бедный Харе Кришна, какой номер стиха? Я не успела его следить. 2.61. 2.61, пожалуйста. Да, могу прочитать. А что, пословный перевод или... Перевод стиха и часть комментария. Хорошо. Того, кто, обуздав чувства и держа их в повиновении, сосредотачивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом. 2.60 Е.М. Падмини прочитал. Все правильно, 2.61. What we've done this verse? 61, right? Yes, okay. Yeah, we did 60. Okay, we go to 61. Tani sarvani samyamya yukta asita matpara vashehi yasyendriyani tasya prajna pratishtitha. Да, это он. Теперь часть комментария, да? Да весь читайте весь, наверное. Или по очереди будем читать. Прочитайте просто весь текст и комментарий, пожалуйста. Вот, Ну, я часть комментария прочитаю, кто-нибудь другой еще прочитает остальную часть. Как скажешь. В этом стихе объясняется, что высшим совершенством йоги является сознание Кришны, и что, не обладая сознанием Кришны, невозможно держать свои чувства в подчинении. Ранее уже говорилось, что однажды великий мудрец Дурваса Муни затеял ссору с Махараджей Амбаришей.
Непомерно гордый Дурваса без всякой на то причины пришел в ярость и не смог совладать с чувствами. С другой стороны, царь, который не был столь могущественным йогом, как мудрец Дурваса, но был предан Господу, молча слушал непосредственные упреки мудреца и в конечном счете одержал одним верх. Царь владел своими чувствами, потому что, как описано в Шримад Бхагаватам, он посвятил себя следующим занятиям. Саваимана Кришна Падаравиндайор Пачанши Вайкунтха Гунануварнане Карау Харир Мандира Маджанадин Шутим Чакара Чьюта Садка Катходае Мукундали Галая Даршане Дришау Тадбритья Гатра Спарше Ангасангамам Гранам Чатат Пада Сароджа Саурабхе Шримат Туласья Расанам Тад Арпите Падау Харех Кшетра Падану Сарпане Широх Ришикиша Падабхи Вандане Камам Чада Сена Тукама Камая Ятхотта Шлока Джана Шрая Радих. Царь Амбариша сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, а речь посвятил описанию его божественной обители. Руками он убирал храм Господа, ушами слушал рассказы об играх Господа. Его глаза созерцали образ Господа, тело касалось тел других преданных Господа, а носом он вдыхал аромат цветов, поднесенных к лотосным стопам Господа. Язык царя ощущал вкус листьев туласи, предложенных Господу. Ноги несли его к святым местам, где находятся храмы Господа. Голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Ну, теперь кто-нибудь другой. Владимир Прабhu, продолжите. Да-да, Хари Кришна. Ну, может, связь будет прерываться, она не очень мне хорошая. Меня слышно? Нормально? Нормально, нормально. Эти описания о том, разным со мной, употребленное в рассмотренном нами стихе из Бхагавад-гиты, заслужит особого внимания. Жизнь Махараджа Амбариши – пример того, как можно стать преданным Мадпара. Шрила Баладева Видьябушина, великий ученый и ачарья с цепи духовных учителей, комментируя этот стих, пишет: Мат Бхакти Прабхавена Сарвендрия Виджая Пурвика Сватма Дриштих Суабхета Бхавах. Полностью обуздав чувства, преданно служа Кришне. В этой связи также можно здесь додать все, что находится в комнате, так и Господь Вишну, пребывающий в сердце йога, сжигает в нем всю материальную скверну. В йога-сутре дается совет избрать объектом своей медитации Господа Вишну, а не на пустоту. Так называемые йоги, которые пытаются сосредоточить ум не на Вишну, а на чем-то другом, например, напрасно теряют время в погоне за миражом. Мы должны обрести сознание Кришны, или, иначе говоря, предаться личности Бога. Вот цель истинной йоги. Okay. So we have two examples. Why is it that we cannot control the senses without
being Krishna conscious. У нас два примера здесь упоминается. Почему невозможно контролировать чувства, не будучи в сознании Кришны? Yeah, example of Durvasa. Первый пример – это Дурваса Муни. Yes, Anand Lilavati Mataji sing. Мажана Лилавати, можете ответить, да? Что конкретно нужно сказать? Почему невозможно контролировать свои чувства без сознания Кришны? Вот на примере этих двух героев. Дурваса Муни и Амбариш, да? Вот это. Да. Потому что только когда мы свои чувства задействуем в служении Господу, тогда это является нашим естественным положением. И мы можем контролировать чувства, как Господь нам помогает контролировать чувства. We are in our natural state only when we engage our senses in the service of the Lord, and then Lord is helping us to control our senses. То есть это естественно для нас, но когда мы пытаемся сами контролировать чувства, то так как мы не в связи с Господом, то как искра, которая вылетает из костра, она гаснет. То есть мы не можем это сделать, потому что нас контролирует материальная энергия, и она делает с нами все, что сама хочет. When we try to control our senses on our own without taking shelter of the Lord, it is similar to a spark which flies off the fire and then extinguishes, because in this situation our senses are controlled fully by the material nature, Нашей кармы. according to our karma. Yes, and you see the greatest controller of senses, Durvasa Muni. I mean, he was a great sannyasi and a yogi, and yet he could not control. Then what to speak of us? Да, это так. И у нас перед глазами пример Дурвасы Муни, великого саньяси, великого йога, который уж, казалось бы, должен был владеть чувствами лучше, чем кто-то другой, и даже он не совладал своими чувствами. Тоже говорить про нас. And on the other hand, we saw how Yamunacharya was, Ambarish Maharaj. He was also provoked. He did not do any mistake, but he was, wrongly accused by Durvasa Muni. С другой стороны, у нас есть пример Махараджа Амбариши, который тоже в провокационной ситуации оказался. Он ничего дурного не сделал, но его обвинил в определенных вещах Дурваса Муни. But the difference between both of them was because Durvasa Muni was not a devotee, his ego was still not gone. False ego. Между ними была в том, что Дурваса Муни не был преданным, и он еще не был свободен от ложного эго. And Ambarish Maharaj, even though he was the emperor of the whole world, he had no false ego at all. Амбариша Махарадж не имел вообще ложного эго, хотя был императором всей земли. And this is what Durvasa Muni could not understand. И этого Дурваса Муни понять не мог. He thought he is just an ordinary king, materialist, whereas I am a great tapasvi. Он думал, этот Амбариша просто обычный мирской царь, а я великий тапасви, великий аскет. And he got so angry that he thought that the king had insulted him. И он так рассердился на царя, что подумал, будто царь его оскорбил. And amazingly, you see how Ambarish Maharaj, he is the emperor of this world. And how did he manage? I mean, he was how did he have time to do all these devotional activities to the Lord? Вообще удивительно,
откуда время бралось у Махараджа Амбариша на преданное служение, ведь он был правителем всей земли. So you see, he controlled his senses and used it in the service of Krishna, and everything in his kingdom was so wonderful and nice. А дело в том, что он, будучи преданным, контролировал свои чувства, занимал служение Кришне, и по милости Кришны все в его царстве шло как надо. So, you know, there is the famous story of Alexander the Great. He had come to India. История знает пример Александра Македонского, который покорил Индию. And he saw a yogi, you know, deep in meditation. И когда он пришел в Индию, ему встретился йог, погруженный в медитацию. So when the king passed by, the Muni did not bother to get up or show any respect to the king. И когда царь прошел мимо йога, тот не счел нужным подняться, выразить почтение или как-то вообще заметить царя. So Alexander got angry and he said, "How dare you? How can you do this? You know, I'm the emperor, and how come you don't show any respects to me?" Александр разгневался и сказал йогу: «Как смеешь ты так себя вести в присутствии императора всей земли? Don't you know I've conquered the world? Ты что, не знаешь, что я завоевал весь мир?» And then the Muni said, "What is the use? You have not conquered your own senses, your own mind. What's the use of conquering the whole world?" Йог ответил: «Какой смысл было покорять всю землю, если ты не покорил свои чувства и ум? Whereas I've conquered my senses and mind. А я покорил свои чувства и ум». So that made Alexander think a lot. И Александр Македонский призадумался. And he realized that he was trying to conquer the world, but he had not even conquered his senses and mind. Тогда он понял, что весь мир он покорил, а его чувства и ум остались непокоренными. And that was one of the main reasons why he just left India and went back to Greece. И это было одной из причин, по которой он впоследствии ушел из Индии обратно в Грецию. So, because Ambarish Maharaj, when you control your senses and the mind and engage in the service of the Lord, you can have a great impact on everything around you. На примере Амбариша Махараджа мы видим, что если мы контролируем свои чувства и ум, занимая их служение Господу, мы можем оказать очень большое влияние на окружающий мир. Imagine for 1 year, he went to Mathura and performed the Ekadashi Vrata for 1 full year. Every Ekadashi followed. Амбариша отправился в Мадхуру, и там в течение 1 года он соблюдал Экадаши Врату. So how did he get time to do all this? Откуда у него вообще столько времени было? So that is the wonderful thing. We take shelter of Krishna, and by Krishna's mercy, so many things happen. Это настоящее чудо. Мы понимаем прибежище у Кришны, и тогда, по милости Кришны, происходят удивительные вещи. And and then what is this other example given of the fire Здесь еще пример с огнем compared to Lord Vishnu? и с Господом Вишну. Кто может сказать? Somebody has to explain this example. Yes. Who will explain? Раскрыть Was это. it Vladimir Prabhu? Владимир Прабу. Ну, все, что находится в комнате, так подобно этому, если в сердце присутствует Господь, Он сжигает всю скверну. Ну, то есть, я так понимаю, все негативные желания, которые возбуждают чувства. As a blazing fire burns everything within a room, Lord Vishnu burns all kinds of impurities in the hearts of yogi. It seems that by Krishna's mercy, all our material desires may burn out. Yes. Especially by chanting the holy names. Да, особенно это происходит благодаря повторению святого имени. And that's why
whenever we get angry or, we feel very insulted or something, we should never speak. Поэтому, когда мы злимся или когда мы чувствуем себя оскорбленными, лучше ничего не говорить, прикусить язык. Instead, we should go inside and sit in front of Krishna and chant. Лучше обратить взгляд внутрь себя, сесть перед Кришной и повторять Святое Имя. And then our mind and senses will become very peaceful. And then after that, we can talk. Наши чувства и ум успокоятся, и когда они будут спокойны, потом уже можно поговорить на эту тему. His Holiness Jayaptak Swami, he mentioned that, Grihastha, when the husbands and wives fight, he said that husbands, you take the bead bag and go out and chant. Как Go for a walk. советует его святейшество Джайапtak с вами, семейным людям, которые поругались, если вы поругались, возьмите тетки и пойдите погуляйте, джапу почитайте. And the wives can sit in front of Krishna and also chant. Мужу он дает такой совет, а жена может дома перед алтарем посидеть, тоже почитать джапу. And in this way, you can avoid all kinds of arguments and fights. Так можно избежать скандалов и ссор. And this Kali Yuga is especially mentioned as an age of quarrel and hypocrisy. Кали-юга характеризуется тем, что это век раздоров и лицемерия. People are all the time fighting with one another. Люди ругаются, сражаются друг с другом в Кали-югу. And also people cannot control their senses. И также люди совершенно не могут контролировать свои чувства. There is such an increase in the number of rapes happening in India especially. Сейчас в мире и особенно в Индии очень растет количество изнасилований. So it is because of forgetting Krishna and engaging in sense gratification. Причина этого в том, что люди забыли о Кришне и погрязли в чувственных наслаждениях. If even a yogi cannot control his senses without Krishna, how can a materialist have any hope? Йог без помощи Кришны не способен контролировать чувства, то на что остается рассчитывать обычному материалисту? And they are discussing, people are saying that you should make the punishments more severe. You should give them death penalty and so on. И как пытаются с этой проблемой бороться в обществе? Люди говорят, надо ужесточить наказание, нужно ввести за это смертную казнь. But that alone is not enough. Но это не поможет. Because even, we saw in the in the previous verse that even a person of intelligence, the senses are so strong and impetuous of Arjuna that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who's endeavoring to control them. Потому что, как говорилось в предыдущем 10 стихе, чувства так могущественны и напористы у Арджуна, что способны силу увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их. Maybe we can tell people that if you want to control your anger, for that you can start chanting Hare Krishna, and then you'll become, you'll be able to become peaceful and not get angry. Можно проповедовать людям таким образом, если вы будете повторять Харе Кришна, ваш ум будет более спокойным, и вы станете меньше сердиться и гневаться на других. Do you think people will be attracted to chant because of that? Как вы думаете, это может людей сподвигнуть к воспеванию? Я думаю, что да, что это может, но что мой брат мне жаловался, не то жаловался, просил там помолиться за него, что вот он гневается часто, и он хотел бы не гневаться, особенно на своих ближних. It may attract people. For example, my brother sometimes asks me to pray for him so that he may fall in anger not so often, because he has this problem, especially with his relatives. Mm-hmm.
Why don't you ask him to chant himself? You say, I will pray and also you should chant. Ну, вы можете так ему сказать: я за тебя помолюсь, а ты сам повторяй Харе Кришна. Maybe you can ask him to sit with you and chant. Может One быть, round. даже предложите ему с вами рядышком сесть и кружок прочитать вместе. Ну, это если только летом, не знаю. Мы с ним только на даче видимся летом. I see him only in summer, in our vacation house. Maybe in summer I will offer him. Yes, but we have Zoom. Да, но у нас есть Zoom. О, это сложно будет с ним сделать. It would be difficult to arrange with him. Да, сложно подвигнуть. Но я буду медитировать и молиться об этом. But I will meditate on that and pray for that. Okay. We go to 62. Anything else? Anyone wants to share? Есть какие-то еще дополнения? I remember when I first started chanting, I was away. We had gone to the Middle East, and for 1 year, I was just chanting 1 or 2 rounds. But even with that, when I went back to India, my mother and sister were so surprised. How come nowadays you don't argue and quarrel with us so much, fight with us? Я помню, что когда я только начала читать джапу, мы уехали на Ближний Восток, год там провели, и весь этот год я, может быть, круг или 2 читала, но, несмотря на это, даже когда я вернулась обратно в Индию, моя мать и сестра были удивлены. Они спрашивали: что ты с нами совсем не ссоришься, не ругаешься, какая-то спокойная стала. So it really works, you know. So we should promote that to people. Что метод работает, надо его пропагандировать вширь и вдаль. Okay. Text 62. Dhyayato vishayan pumsa sangasteshu pajayate sangat sanjayate kama kamat krodho vijayate. Who will read? Тогда дальше. Представь. Кому вы сказали, я не слышал? Вам? Я, да? Ага. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним. И из привязанности рождается вожделение, а из вожделения гнев. Комментарий. Когда человек, не обладающий сознанием Кришны, созерцает объекты чувств, у него возникают материальные желания. Чувства все время ищут себе занятия. И если они не заняты трансцендентным любовным служением Господу, то обязательно найдут себе какое-нибудь материальное занятие. В материальном мире каждый, даже Господь Шива и Господь Брахма, не говоря уже о других полубогах, обитателях райских планет, испытывает на себе влияние объектов чувств. Единственный способ выйти из лабиринта материальной жизни – это обрести сознание Кришны. Господь Шива был погружен в медитацию, но когда Парвати разожгла в нем чувственное желание, он поддался искушению, в результате чего у них родился Картикея. Великого преданного Хридаса Такура тоже пытались соблазнить. Когда он был еще юношей, к нему пришла воплощенная Майя Деви. Но Харидас с легкостью выдержал это испытание, потому что был безраздельно предан Господу Кришне. Как яствует из приведенного выше стиха Шри Муначарьи, искренний преданный способен избежать любых мирских соблазнов благодаря высшему вкусу, духовному блаженству, которое он испытывает, общаясь с Господом. В этом секрет успеха в духовной жизни. Тот же, кто не обладает сознанием Кришны, каким бы могущественным он ни был, и сколько бы ни пытался подавлять деятельность своих чувств, в конечном счете все равно обречен на неудачу, ибо малейшая жизнь о чувственном удовольствии возбудит его ум и заставит попытаться удовлетворить свои желания. Yeah. So it is something very significant to know that even Lord Brahma and Lord Shiva are not free from being influenced by, sense objects. Примечательно, что даже Господь Брахма и Господь Шива не свободны от влияния материальных объектов. So a pure devotee's position is even higher than
Lord Brahma and Lord Shiva. Таким образом, чистые преданные занимают положение еще более высокое, чем Господь Брахма или Господь Шива. Actually, what happened was these devatas, they wanted a very strong person to fight for them, to defend themselves against the asuras. А история с этим была связана такая. Деваты хотели, чтобы у них был очень сильный полководец, который поможет им победить асуров. So they wanted, and it was, foretold that only the son of Shiva and Parvati will be able to defeat the asuras. И было предсказано, что победить асуров может только сын Шивы и Парвати. But Shiva was very busy meditating. Но Шива был поглощен медитацией. So they went to Parvati and begged her, please, please go and, somehow you, go to Lord Shiva and then you should get a child. Тогда полубоги отправились к Парвати и стали упрашивать ее, чтобы она забеременела от Шивы. And that's why she went and, she tried to disturb him, and then and she tried to get a child. И тогда Парвати отправилась к Шиве и стала его соблазнять, чтобы забеременеть. And but we see the example of Haridas Thakur. You know the pastime of Haridas Thakur and Maya Devi? С другой стороны, у нас пример Харидаса Такура. Вы знаете эту историю про Харидаса Такура и Майя Деви? Да. Yeah. So he was able to do that. I mean, that's very amazing, because that prostitute was the most beautiful lady sent by, the landlord. I mean, landlord of that village, and he was very jealous of Haridas Thakura. So he employed this prostitute, and he was very confident because she was like Maya Devi herself. Правитель деревни, где жил Харидас Такур, очень завидовал ему, и он нанял прекрасную проститутку. Она была прекрасна, как олицетворенная Майя Деви, и подослал ее, чтобы она соблазнила Харидаса, но Харидас устоял перед ее соблазнами. And Haridas Thakura was also a young man. При этом Харидас Такур был молод, But he was not at all disturbed. и его при этом совершенно не обеспокоили вот эти попытки. Because he was such a great devotee of Krishna. Потому что он был великим преданным Кришны. So it's very, very difficult. Without Krishna consciousness, not possible. That's why so much of crime and rape and all is happening in today's world. Без сознания Кришны невозможно совладать с чувствами. Именно дефицитом сознания Кришны обусловлен рост изнасилований и вообще всевозможных преступлений в современном мире. Yeah. And what happens? What is this? Why does anger happen? Why do we get angry? Какова причина появления гнева? Почему мы впадаем в гнев? Причина неудовлетворенное вожделение. Due to unsatisfied lust. Yes. And how does lust happen? А вожделение из-за чего возникает? Да, оно возникает из-за того, что мы нашим объектом, который мы считаем, сейчас я скажу, объектом своего счастья, мы считаем материю, а не Господа. This is due to our consideration of matter to be the source of our happiness, not the Lord. Yeah, but in the verse, what does it say? How does it start? А в стихе Гиты, помните, как говорится, с чего все начинается? Что начинается, что мы начинаем созерцать объекты чувств.
When we contemplate sense objects, this is the beginning. Yes. Then we develop attachment, and from attachment, lust develops. Когда у нас возникает привязанность к объектам чувств, а из привязанности развивается вожделение. So it is in our hands to stop this from happening. When we start thinking of it, that time only we should stop it. We should just remove it from our mind. В наших руках остановить этот процесс, эту последовательность. Начинается все с мыслей о объектах чувств, и нужно вот на этом этапе останавливать все это. It may be, attachment to anything. It may be attachment sometimes also leads to other things. Okay, this is lust. And from lust, anger arises if it's not fulfilled. So when the thought starts coming in our mind of being attracted to some material object, we should immediately try to remove it. Здесь конкретно речь идет о вожделении, вот об этой цепочке, как оно возникает, но это справедливо и к любым другим материальным желаниям. Как только мысль о них возникает, нужно стараться эту мысль гнать от себя. That is what happened to Ajamil, because he was just walking on the road. Ajamil was a very nice Brahmana, and then he was walking on the road and he saw this lusty woman and he became attracted. В этой связи примечательная история Аджамила. Аджамила был добропорядочным брахманом, и он шел по дороге и увидел похотливую женщину и привлекся ею. If he had tried to overcome that by, going and somehow praying to Krishna and doing some devotional service, he would have been protected. Если бы Аджамила попытался преодолеть этот импульс, просто пройдя мимо, и молясь Господу, не занявшись каким-то преданным служением, то Господь бы его уберег. But he indulged himself, he started thinking about her, and then when he went in search of her, Но вместо этого он стал думать об этой женщине, потом он пошел ее искать. and then he asked her to work in his house as a servant, Предложил ей работу служанки у себя в доме and then he became very attached to her. и привязался к ней. And then, of course, all that, he fell down so much. И дальше это привело его к падению. Okay. Shall we go to text 63? Anything to share? Anyone? Yeah. Хотите поделиться чем-то? Да, у меня вопрос. Два вопроса. Разве мы сами способны отогнать вот эти материальные чувства? I have two questions. First is, are we actually able to get rid of those thoughts of material enjoyments? Yes, if we want to, if we are determined. Да, мы можем, если мы решительно настроены в этой связи. Then, and if we try our best, we chant and we pray and we read Bhagavatam, we go and talk to some devotee. Если мы будем стараться изо всех сил молиться, повторять Святое Имя, если мы будем читать Бхагаватам, пойдем к другим преданным посоветоваться, Then Krishna will help us overcome. тогда Кришна поможет нам преодолеть эти желания. Only by the mercy of Krishna. Это возможно только по милости Кришны. But if we are sincere, Krishna will help us overcome. Если мы искренне, Кришна нам поможет их преодолеть. But if we are not sincere, then we will have that, temptation. Если мы не искренне, то тогда соблазн возьмет над нами верх. And our intelligence will not work. Наш разум откажет нам. Intelligence has to be strong by doing nice devotional service. Разум должен быть сильным, и укрепляется он через преданное служение. Then we will take the, shelter of Sadhu, Shastra and Guru whenever even some such thoughts arise. Тогда при возникновении подобных мыслей мы будем стремиться принять убежище у садху, шастры, гуру.
И второй вопрос. Почему Шива, будучи преданным, соблазнился? Ведь есть еще один пример, когда Господа Шиву пыталась его супруга соблазнить, трогая его гениталии, но он остался невозмутимым. Как понять эти два противоречивых примера? Second question is, why did Shiva allowed himself to be tempted by Parvati? Because there's another lila when Parvati was touching his genitals and he remained not disturbed to that. What is the reason? That is more for our understanding about Lord Shiva, how he's very, very exalted. I don't know, but he was having her on a lap. Is that the thing? I don't know about this touching the thing. Where I've only read in the Bhagavatam that Parvati was sitting on his lap, and that time all the sages were there, and Chitraketu made a comment on that. Ну, я вот не знаю ту историю, которую вы говорите. Это может быть та же история или нет, когда сидела Шива, и Парвати сидела у него на коленях, там были мудрецы рядом, и кто-то отпустил комментарий по этому поводу. Вот такую историю я знаю. Я уточню тогда и потом сообщу, потому что я помню, кто-то приводил пример Господа Шивы. I will clarify that because I have heard it maybe in some lecture this story, but now I couldn't cite the source. Okay, I have not heard of that. But yes, Lord Shiva, maybe, see, it is a Leela. After all, the Kartikeya had to be born. So maybe that's why it Да, happened. потому что я эту историю не слышал, но что касается вот этой ситуации с Картикеей, то здесь определенно была Лила, потому что должен был родиться Картикея. And also once Lord, he wanted to see the Mohini avatar of Krishna. And when Krishna came in the form of Mohini, then he became very attracted and he started chasing her. Ну, потом вы же помните еще историю, когда Господь Шива хотел увидеть Махини Мурти, и когда Кришна принял этот облик, Шива погнался за ней. Maybe just to show us that Lord Shiva is also not completely liberated because he's in touch with the, mode of ignorance. Ну, один из смыслов этих историй показать нам, что даже Господь Шива не полностью освобожден из-за того, что он находится в контакте с тремя гунами. Otherwise, he's always meditating on Krishna. А так-то он постоянно медитирует на Кришну. Really speaking, he shouldn't, he's quite self-controlled. Так что с этой точки зрения то он полностью владеет собой. But because he is in contact with the mode of ignorance, so that's why sometimes maybe the ignorance acts on him, very rarely though. He's not free from it like Vishnu. Но, видимо, из-за того, что он находится в контакте с тремя гунами, в частности, с тамагуной, иногда, очень редко вот эти низшие гуны на него влияют. То есть он не полностью свободен от этого влияния, как, например, Господь Вишну. Спасибо. Thank you. Okay. We have, we'll go to the next one. Yeah. Krodhat bhavati sammoha, sammohat smriti vibhrama, smriti bhramshat buddhinasho, buddhinashat pranashyati. Yeah, who will read? Кто будет читать? Я представил это. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Комментарий. Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синху 1.2.256 оставил нам следующее наставление. Прапанчика тая путхя хари самбандхи свастунах мумукших пари. Prabhu? Вайрагьям пхалгу касае.
Развивая в себе сознание Кришны, человек начинает понимать, все, что его окружает, можно использовать для служения Господу. Те, кто не знает о сознании Кришны и, стремясь к освобождению из материального плена, пытаются просто отринуть все материальные объекты, не способны достичь совершенства самоотречения. Их так называемое самоотречение называют пхалгу или неполным. С другой стороны, человек, обладающий сознанием Кришны, знает, как использовать все для служения Господу, и поэтому никогда не попадает в ловушку материального сознания. Имперсоналист считает, что Господь или Абсолют не может принимать пищу, так как он лишен качеств личности. По этой причине имперсоналист отказывается от вкусных блюд. Но преданный знает, что Кришна – верховный наслаждающийся, и что он ест все предложенное ему с любовью и преданностью. Поэтому, поднеся Господу вкусные блюда, преданный принимает остатки этой пищи, которые называют просадом. Так можно одухотворить все материальное и при этом не опасаться падения. Преданный, обладающий сознанием Кришны, принимает просад, а непреданный, стремящийся к самоотречению, отвергает эту пищу как нечто материальное. Искусственно отрекаясь от всего, имперсоналист лишает себя возможности наслаждаться жизнью, поэтому малейшее возбуждение ума может вновь бросить его в пучину материальной жизни. В шастрах сказано, что такая душа, даже обретя освобождение от оков материи, снова падает в материальный мир из-за того, что пренебрегает преданным служением Господу. So, from anger, what happens when we become angry? Что порождает гнев? Что дальше развивается из гнева? Невежество. Ignorance. We are not able to think clearly, isn't it? When we are angry, we cannot think clearly. Когда нас охватывает гнев, мы утрачиваем ясность мысли. And when we are not able to think clearly, what happens? И когда мы утрачиваем ясность мысли, что дальше происходит? Мы забываем. We forget. Yes, we forget everything. I mean, even right and wrong, everything. Мы забываем все, что правильно, что неправильно. And what actually happened also. We sometimes make it a big thing and we create so many, imaginary things. We forget what is the reality. И мы забываем реальность, мы забываем, что на самом деле с нами произошло, и у нас создается какая-то иллюзорная картина того, что было. And mostly we forget that we are soul and not body. И чаще всего мы забываем о том, что мы душа, а не тело. And then what happens? И дальше что происходит? И тогда человек, так как вокруг нас материя, и и внутри у нас уже в сознании тоже материя, то мы в эту материальную жизнь окунаемся. And then, because we have material objects outside us and we have material consciousness inside us, we get entangled in material activities. Yes, and then we lose our intelligence. Да, потом мы теряем разум. And then we fall into the material pool. И потом погружаемся в пучину материальной жизни. Правильно понимать, что имеется в виду такой разум, который дан человеку? Do I understand it correctly that intelligence means the kind of intelligence which only humans possess? Yes, to discriminate what is correct and what is not correct. Разум здесь имеется в виду способность различать между тем, что правильно и что неправильно.
And just imagine, a person who's angry can do anything, sometimes even murder. Человек в гневе способен на все, иногда даже на убийство. Right? Anger is such a dangerous thing. Поэтому гнев — это очень опасная вещь. It makes somebody very violent and then hit people. Человек может даже насилие применить к другим. So that's why we have to immediately, whenever we are angry, we should just go away. We should not do anything when we are angry, other Поэтому, than pray to Krishna. если мы впали в гнев, единственное, чем можно заниматься в таком состоянии, это молиться Кришне. Ничего другое делать не следует. Лучше уйти куда-то, чтобы успокоиться. Even though your mind may tell you, you are correct, you have to be angry now, and you are right in being angry, and you have to take action. So many things the mind will tell us. Может говорить вам и правильно, что ты гневаешься, потому что ты прав, и все неправы. Ты должен всем доказать, что ты прав, ты должен принять меры. Never listen to anyone when you're angry, Поэтому including your mind. не слушайте никого, кто охвачен гневом, включая свой собственный ум. Don't argue, don't discuss, don't talk. Не спорьте с таким человеком, не обсуждайте с ним ничего и вообще с ним не разговаривайте. And when we chant the names of the Lord and read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, then our mind is completely peaceful. Если мы будем повторять святые имена Господа, читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, то наш ум успокоится. Then our intelligence will work very nicely. Тогда наш разум будет работать хорошо. And then we will be able to do whatever is the correct thing. И мы будем способны принять верное решение. Sometimes we have to show anger to someone who has done mistake. Иногда нужно проявить гнев по отношению к тому, кто допустил какую-то ошибку. But we should not show our anger to them when we are angry. Но гнев не нужно показывать этим людям тогда, когда вы гневаетесь. When we're not angry, then we can show anger to them. Когда вы перестанете гневаться, тогда вы можете им продемонстрировать свой гнев. Because that time the anger is for their benefit. Потому что это уже будет гнев ради их блага. It is not for me to vent my anger that I'm saying it. А не для того, чтобы вы могли выпустить эмоции. Yes, you can share any time how you overcame anger, or you didn't overcome anger and what happened, or somebody else did not overcome their anger and what happened. Может быть, вы можете рассказать какие-то примеры из своей жизни или из жизни других людей, как вам удалось обуздать гнев, или наоборот, как вам не удалось обуздать гнев и чем это все закончилось. Ну, я могу поделиться. Вчера из одного служения у меня возник гнев, потому что мне Кришна подкинул служение, а у меня и так в этот день много служений, и по времени, цейтнот получается. И я очень рассердилась, но уже не на того преданного, а на Кришну. I can share, for example, yesterday I had lots of service to do and Krishna gave me some extra service and I became angry, but not with that devotee who gave me extra service, but with Krishna. Вот. Потом все разрешилось более-менее нормально. То есть нашелся лектор, другой очень хороший преданный. Но все равно я полтора часа, все равно мне надо будет доделывать долги за вчерашний день. Later the situation somehow worked out. They have found another lecturer, one nice devotee, but still I had to
do some extra service for 1.5 hours to catch up with what I missed the previous day. И я сразу божествам все рассказала, помолилась, что вот разгневалась, но в результате все хорошо получилось. И вот сейчас я участвую в вашем вебинаре, где обсуждается эта тема. Я видела такую связь. I confessed to my deities about the situation, about how I became angry and how everything settled up nicely, and now such a coincidence. On the next day, I'm listening to this webinar where this topic. How do you think you should have reacted? А как вы считаете, вам следовало поступить в той ситуации, как реагировать на нее? Не надо было впадать сейчас скажу, это называется не истерика, в панику. Не надо впадать в панику, когда такое возникает, цейтнот. Просто вспомните Кришну, что столько раз были такие ситуации, в результате все было хорошо. Поэтому сейчас нужно сесть, действительно взять, может, джапу почитать чуть-чуть, чтобы успокоиться, то есть, чтобы в этих эмоциях не быть. И, просто Кришну надо вспомнить. I shouldn't have panicked. First of all, I should have remembered that such situations already occurred in the past, and Krishna somehow settled them. I shouldn't become angry, and I should just sit and chant a few rounds to get calm. Yes, when you chant rounds, you can pray to Krishna. Please tell me, how am I going to do this? You tell me. Да, когда вы читаете джапу в такой ситуации, молитесь Кришне. Кришна, дай мне понять, как мне вообще реагировать на это, что мне делать. And then definitely Krishna will give you the intelligence how to do that service or to give it to someone else or something. И тогда Кришна или даст вам разум, даст понимание, как справиться с этим служением, или просто даст кому-то другому это служение. Спасибо, да. Thank you. Наверное, на этом, придется завершить сегодняшнюю встречу, дорогие преданные. Yes, somebody, Sachitanya Prabhu saying something? She's saying that we have to stop at this point. Okay. Yes. Hare Krishna. Очень прекрасная была сегодня встреча. And just one more line that Prabhupada says that by doing everything for Krishna, then we can overcome, being attached. Ну и последний момент. Шрила Прабхупада говорит, что если мы делаем все для Кришны, тогда мы будем свободны от привязанности. Before Bhakti Vriksha, there were some boys who were preaching in Mathura Desh, and then they used to always say, they were not preaching. So, before doing Bhakti Vriksha, so they said every day they would ask how to overcome Maya, how to overcome Maya. We get attracted by seeing young girls and so on. So what to do? До того, как в Мадхура-Деше началась Бхакти Врикша, там проповедь шла, и молодые люди часто спрашивали один и тот же вопрос. Как нам уберечь себя от майи? Здесь столько девушек красивых, столько соблазнов. Как защитить себя от майи? Как это возможно? And then when they started preaching, in that mood of the Bhakti Vriksha, then what happened? They were talking even to young girls, but they never again asked that question because they were they were able to dovetail, they were giving them Krishna consciousness instead of seeing them in that way of, objects of enjoyment. And so they didn't feel disturbed at all.
Потом, когда началась Бхакти-врикша, те же самые юноши, молодые преданные, они этим уже молодым женщинам проповедовали, но они уже не жаловались, что у них какие-то беспокойства возникают, потому что они начали давать им сознание Кришны и перестали их рассматривать как объекты для чувственных удовольствий. So Prabhupada talks about how when we, a personalist, a devotee knows how to use everything, connect everything with Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада отмечает, что преданный знает, преданный умеет все связать с Кришной, Whereas an impersonalist does not know that. в то время как имперсоналист не может этого сделать. Okay, Hare Krishna. We'll stop now. На этом Srila Gurudev. завершим. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita Granth Raj ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha Большое patitanam спасибо, pavanam Харе Кришна. Hare Krishna.